Озеро Балатон, расположенное на западе Венгрии, является самым большим в стране и одновременно крупнейшим в Центральной Европе. Площадь этого пресноводного водоема составляет 594 квадратных километра, из-за чего его иногда называют Венгерским морем. Если посмотреть на карту, озеро Балатон будет напоминать узкую полосу, которая протянулась на местности с юго-запада на северо-восток на 79 километров. Ширина в разных местах колеблется в пределах от 1,2 до 12,4 километра. Глубина Балатона составляет в среднем 3,6 метра, что делает его одним из самых неглубоководных озер на планете. По нему курсируют суда, здесь налажен промышленный лов рыбы, который водоем весьма богат. Одно из главных достоинств озера Балатон заключается в том, что он является известным туристическим объектом, популярным не только в самой республике, но и в других странах, особенно соседних. Вокруг озера расположена курортная зона, а оно само сегодня представляет собой настоящий центр семейного отдыха. Причем отдыха активного, кроме традиционной рыбалки, отдыхающие занимаются парусным спортом и серфингом, греблей и водными лыжами. Наличие минеральных и термальных источников делает эту жемчужину Венгрии еще и лечебным курортом, где сотни и тысячи людей поправляют свое здоровье. Из-за небольшой глубины озера Балатон летом хорошо прогревается, почти до 26 градусов тепла. В среднем его температура в сезон составляет 21-22 градуса. Благодаря таким комфортным показателям, а также высочайшему уровню сервиса и традиционному венгерскому гостеприимству, Балатон занимает по рейтингу одно из ведущих мест среди наиболее посещаемых курортов Старого континента. Сплошная полоса песчаных пляжей южного побережья и живописный ландшафт его северных берегов, где есть горы, плодовые сады, виноградники и сохранились руины древних крепостей, не только создает полную иллюзию отдыха на море, но и делает водоем и его окрестности одними из самых уникальных мест в Европе. Предшественником озера Балатон было Панонское море, существовавшее несколько миллионов лет назад. Вследствие геологических сдвигов морское дно претерпело значительные изменения. Оно поднялось, что, в свою очередь, привело к изменениям ландшафта. Одновременно на этой территории наблюдалась повышенная вулканическая активность. Ее результатом стало появление в большом количестве минеральных и термальных источников. Они-то и предопределили нынешнюю судьбу Балатона как популярного оздоровительного курорта. С этим уникальным водоемом также связано несколько легенд. Древние люди, не имевшие представления о сложных геолого-вулканических процессах, задумывались, как в одном месте могло собраться столько много воды. Так родился миф, что одному трудолюбивому землеробу мешал большой камень, и он решил его отодвинуть, чтобы ничего не препятствовало обработке поля. Но вышло совсем иначе. Из-под него на поверхность вырвался источник с очень чистой водой, постепенно заливший всю долину, и она превратилась в целое озеро, которое сами венгры называют Бальче. Еще одно местное предание гласит, что на дне озера Балатон находится церковь, а внутри прекрасная девушка. Она постоянно и безутешно плачет, и пока не прекратится этот поток слез, не иссякнет и вода в Балатоне. Если верить этой легенде и судить по сегодняшнему состоянию водной глади, бедная наложница и не думает останавливаться. Никакой церкви и уж тем более плачущей девушки исследователи на дне Венгерского моря, конечно же, не обнаружили. Но их немало впечатлил покрывающий его бархатистый песок. Сама вода смотрится не так красиво, поскольку в ней много планктона. Но поскольку эта составляющая играет ключевую роль в экосистеме Балатона, то отдыхающие прощают природе отсутствие в воде прозрачности. Зато она очень чистая, что подтверждается регулярными проверками санитарно-эпидемиологических служб и независимых экспертов. Венгры, гордящиеся своим морем, уверяют, что из него даже можно пить. Цвет воды Балатона подобен хамелеону, в основном светло-зеленый, но может меняться в зависимости от времени суток или погодных условий. Климат во многом напоминает средиземноморский. Пасмурные дни, если и бывают, то очень нечасто. Зимой здесь тоже хорошо, сильных морозов, и, соответственно, заледенения не наблюдается. Толщина ледяного покрова не превышает 10-20 сантиметров. Хотя бывало, что корка льда достигала 60-70 сантиметров. Единственная неприятность – это сильные ветры дуют и зимой, и летом.
Они потенциально опасны для поклонников парусного спорта и даже малых судов. Глубина озера, как отмечалось выше, невелика. Однако ее уровень не является одинаковым для всего побережья. На южном берегу, даже если вы пройдете от него 200-300 метров, вода все еще будет по колено. Не зря венгры называют Балатон самой большой лужей Европы или даже болотом. На противоположном берегу все иначе, глубина с человеческий рост и даже чуть больше начинается уже через 20-30 метров. По периметру обоих побережий озера Балатон находится множество курортных городков. Это Балатон-Алмади, Тихань, Балатон-Фурет, Кистхей, Балатон-Лелли, Шиафак, Фёньет, Балатон-Баглар. Они чем-то похожи один на другой, но в то же время и различаются. Объединяет их одно – сюда приятно приезжать в отпуск и набираться здоровья и сил на весь год. Отличаются друг от друга и балатонские пляжи. На северном побережье дно каменистое. Глубина увеличивается не постепенно, как на южном, а более круто. Из-за этих особенностей его пляжи больше подойдут опытным пловцам. С маленькими детьми на северное побережье предпочитают не ехать. Кистхей и Сигитфурдё – одни из самых симпатичных местечек здесь. Немало отличных пляжных поселков можно найти и около поселков Тихань, Занка, Балатон-Фурет. Южная сторона, особенно прибрежная полоса, настоящая находка для тех, кто не очень хорошо плавает и отдыхающих с маленькими детьми. Малыши беззаботно плескаются в воде, глубина которой едва достигает 50 сантиметров, и родители могут особо за них не беспокоиться. Здесь расположены поселки Кениши, Алига и Акараття. Их пляжи как один смотрят на юг, поэтому отдыхающие могут нежиться под ласковыми лучами с утра и практически до захода солнца. Говоря о местных пляжах, нельзя не упомянуть об их инфраструктуре. В некоторых установлены водные горки, анимация. В других отдыхающим преподают азы фитнеса и аквафитнеса. На пляже Лида, например, кроме детской анимации, оборудованы дорожки для водных лыж. А пляж Денишдиаш на юге с полным основанием можно назвать детским. Есть игровая площадка, где в сезон организуются увлекательные программы для самых юных. Многие курорты, включая некоторые отдельные купальни, не расположены непосредственно на побережье озера Балатон, однако это обстоятельство не делает их менее популярными. Одним из таких курортов, где можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье, является Хевес. Самая главная его достопримечательность – одноименное озеро, самый большой термальный водоем Европы. Недалеко от него раскинулся оздоровительный курорт Золокорош, известный своей купальней «Гранит». Хорошо знакома отдыхающим и купальня в городе Марцеле, где каждый год укрепляют здоровье тысячи людей. Еще один центр курортной жизни, уже упомянутый Шиафак, визитной карточкой которого является развлекательная купальня «Галериус». Во всех без исключения купальнях имеются большие бассейны. К услугам отдыхающих водные развлечения, рассчитанные как на взрослых, так и на детей. Все южное побережье, начиная от Балатон-Береня и заканчивая Балатон-Лелли, является одним непрерывным пляжем. Шиафак по праву считается центром региона, его летней столицей. Представителей всех возрастов здесь ждет богатая и разнообразная развлекательная программа. Протяженность пляжа составляет 17 километров, и повсюду можно найти возможности как для спортивных занятий, так и просто активного отдыха. Отовсюду звучит музыка, работают дискотеки, поэтому неудивительно, что Шиафак стал местом паломничества молодежи. В городе Балатон-Фусфю, это уже на северном берегу Балатона, имеется грандиозный спортивный центр. Здесь есть все, чтобы ценитель активного отдыха по-настоящему отвел душу: плавательный бассейн, баскетбольные площадки, теннисные корты, футбольные поля. Любители потренироваться в стрельбе проводят время в местном тире. Бобслеистов порадует круглогодично действующая трасса. К этому добавим наличие многочисленных яхт-клубов, мест для занятий, верховой езды и великолепной велосипедной трассы, проложенной между городами и в окрестностях. В Балатон-Фуреде, одном из крупнейших городов на северном побережье, находится известный не только в Венгрии, но и далеко за ее пределами кардиологический санаторий. Курорт известен своим комплексом «Греческая деревня», где сосредоточено немало магазинов, ресторанов и ночных клубов. Непосредственно на побережье находится много гостиниц и пансионов. Есть таковые и в черте города.
Перемещаться по курорту можно на электропоезде. А еще озеро Балатон привлекает любителей рыбалки. Но лов разрешен не везде, только в таких местах, как Алшуерш, Балатонфусфю, Балатонакли, Тихонь и Балатоналмаде. Однако наибольшей популярностью среди рыболовов пользуется внутреннее озеро на полуострове Тихонь, озера в селах Заламирени и Голомбок и озеро Шашто в окрестностях Малого Балатона, в Балатонсабаде. Одного из обитателей здешних вод, судака, называют королем балатонских рыб. В местных ресторанах блюдо из него неизменная составляющая меню. Рыбалка официально начинается в конце апреля. Только без специального разрешения ваш промысел будет считаться незаконным. Приобрести документ можно в каждом рыбном магазине. Продолжая тему активного отдыха, нельзя не отметить, что теннисные корты и площадки для мини-гольфа есть в каждом курортном городе. Школы верховой езды открыты в Тихане, Кистхее, Сантаде, Надьважоне и других населенных пунктах в окрестностях Балатона. Помимо ресторанов и клубов, на побережье Балатона есть множество уютных трактирчиков, где гостей почуют острой венгерской ухой, блюдами из сома и серебристого судака, наливают вино лучших местных сортов, и где звучит берущая за душу цыганская музыка. Знакомство с достопримечательностями начнем с полуострова Тихонь, визитной карточки этого уникального во всех отношениях водоема. Он самый большой на Балатоне, здесь расположен и одноименный поселок. В центре облюбованного туристами полуострова находятся две его жемчужины – озера внешние и внутренние. Их берега, окруженные конусами уснувших гейзеров, покрывают камыши и тростник. Эти озера столь же мелководны, как сам Балатон. Глубина здесь 2-3 метра, не больше. Самый известный исторический памятник Тихане – Бенедиктинское аббатство святого Аньоша. Это старейший на территории Венгрии монастырь, был основан в 1055 году. Дата установлена точно, поскольку сохранился латинский оригинал документа. Последний ценен еще и как древнейший памятник венгерского языка, поскольку в нем встречается около сотни венгерских слов. В аббатстве сохранились старинные резные алтари, являющие собой настоящее произведение искусства. Территория Тиханя объявлена правительством природоохранной зоной. Вполне заслуженно. Этот участок суши отличает не только удобное месторасположение и географические особенности, но также наличие исторических памятников и редких представителей флоры и фауны. И стоит ли удивляться тому, что сюда каждый год устремляется целая армия туристов, около 1 миллиона человек каждый год. Помимо своих озер, полуостров Тихонь известен лавандовыми полями, сферическими холмами образованных гейзерами источников. Всего насчитывается свыше 100 таких холмов. Самый красивый из них, покрытый лишайником золотистого цвета, называется «Золотым домом». В средние века центром региона Балатон был Кистхей, получивший в начале 15 века статус сельского города. Спустя 3 столетия его приобрело богатое семейство Фиштетичей. Они возвели тут великолепный дворец, 3-й по величине в стране. Одновременно он является самым красивым и эстетичным на территории республики. Граф Георг Фиштетич открыл в Кистхее первый на континенте сельскохозяйственный институт Георгикон. От дворца ведет пешеходная улочка, вдоль которой расположены музей марципана с собственной кондитерской, не менее известный музей кукол, а также рестораны и кафе. В городе регулярно проходят фестивали и концерты. За горой Святого Георгия прячется небольшой старинный городок Топольца. Правда, он не находится непосредственно на берегу Балатона, но туристы его любят. Именно здесь находится место, которое воспринимается как другой мир – Топольская озерная пещера. Она образовалась вследствие вымывания горячей водой в известковой породе целых залов и извилистых коридоров, которые затем заполнила чистейшая вода из карстовых источников. На северном берегу, прямо на вершине горы, располагается смотровая площадка Кишфалуди. Панорама Балатона отсюда открывается просто потрясающая. Хотя бы раз в жизни, но эту картину, созданную самой природой, стоит увидеть. Не забыв, конечно, взять с собой фотоаппарат. А вот на южном берегу находится всемирно известная деревушка Балатониндрет. Здесь живет интересная традиция плетения кружев, восходящая еще к началу прошлого века и перенятая в Германии. Туристы, в особенности женщины, знакомятся с историей этого промысла и, конечно, с увлечением постигают азы мастерства. На севере озера Балатон, недалеко от Сиглигета,
находится 242-метровая крепостная гора. Ее вершину венчают руины старой крепости и покрытые камышом деревенские дома. Жилища располагаются вокруг развалин полукругом. В этом сельском поселении сбережена традиционно деревенская структура. Историческая часть села окружена стеной. Достопримечательности Балатона – это не только природные зоны, исторические памятники, лечебные купальни и места для рыбалки. Еще со стародавних времен сохранились винные и гастрономические маршруты с их уникальными погребами и ресторанами. Ведь само Венгерское море и другие озера этой местности богаты рыбой, в лесах водится много дичи, в садах выращиваются разнообразные фрукты. Пользоваться всеми этими дарами, как говорится, сам Бог велел. Из винных поселков можно выделить такие, как Балатон-Баглар, Сиглигет, Бадачонь и тот же Кистхей. Легендарной славой пользуются, например, бадачонские вина. Самые известные из них – Кекнелю и Балатони-Сюрки-Барат. Доехать до Балатона из Будапешта, столицы Венгрии, можно по современной 115-километровой двухполосной автостраде. В районе Шафока она смыкается с опоясывающей озеро автомобильной дорогой. Объехать знаменитое Венгерское море можно за день. Вдоль северного и южного берегов проложена железная дорога, связывающая местные курорты с Будапештом. Международный аэропорт Балатон-Шермелик находится в 11 километрах от города Кистхей. Воздушная гавань принимает рейсы из многих европейских городов.